Быть айдолом. Да это хуже всего на свете, быть айдолом кей-попа. Две угасшие звезды на корейском небосклоне в истории мировой индустрии развлечений есть трагедии, которые не просто вызывают мимолетную скорбь, а действуют как тектонический сдвиг. Они обнажают скрытые нарывы общества, заставляют переписывать законы и заглядывать в бездну, которую люди предпочитали не замечать. Для Южной Кореи такой трагедией стала гибель двух молодых женщин, двух ярчайших звезд поколения кей-поп, Чхве Джин Ри, известной всему миру как Соли, и Гухары. Их имена вписаны в историю азиатской поп-культуры золотыми буквами, но финал их жизней оказался окрашен в самые мрачные тона. Singer Guhara was found dead last night at her home in Seoul. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever, forever? Осенью 2019 года, с разницей всего в 6 недель, обе девушки добровольно ушли из жизни. Соли было 25 лет, Гухаре 28. Они были лучшими подругами, делили друг с другом тайны, которые нельзя было рассказать менеджерам, и поддерживали друг друга, когда весь мир, казалось, оборачивался против них. Почему эта история до сих пор, спустя годы, отзывается острой болью в сердцах миллионов людей не только в Корее, но и по всему миру? Дело в том, что смерть Соли и Хары не была случайностью или следствием личной неосторожности. Это было системное, затяжное и публичное уничтожение двух человеческих душ, происходившее в прямом эфире на глазах у миллионов зрителей. Их гибель обнажила изнанку корейской фабрики айдолов, индустрии, которая создает идеальных кумиров, лишая их права на человеческие ошибки, личную жизнь и собственное мнение. Она показала всему миру феномен корейского кибербуллинга, беспощадного, структурированного и легализованного обществом морального террора. Чтобы понять, как две молодые, успешные, богатые и обожаемые миллионами девушки пришли к столь трагическому финалу, нужно пройти весь их путь с самого начала, с того момента, когда они, будучи еще маленькими девочками из неблагополучных семей, впервые переступили порог тренировочных лагерей и музыкальных агентств, не подозревая, какую цену им придется заплатить за свою мечту. 안녕하세요. 최진리입니다. 최진리입니다. 5학년 때부터 숙소 생활을 해서요. 네, 집에 가고 싶어서, 네, 엄마 보고 싶어서. 회사 간다고 생각해서 그때 엄청 힘들었던 기억이 있어요. 또 25이 됐어요. 학생이들도 떨리겠죠? 잘 해보겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 최진리입니다. Детство без детства. Одиночество за кулисами. Чхве Джин Ри. Маленькая принцесса без дома Чхве Джин Ри родилась 29 марта 1994 года в городе Пусан. Ее детство трудно назвать счастливым и безмятежным. Родители девочки развелись, когда она была еще совсем маленькой. Развод в Корее в те годы – это не просто семейная драма, это социальное клеймо, которое часто усложняет жизнь как родителям, так и детям. Мать воспитывала Джин Ри и ее братьев в условиях постоянной нехватки денег. Однако природа наградила девочку удивительной, редкой красотой, у нее была фарфоровая кожа, сияющие глаза и улыбка, которая мгновенно располагала к себе людей. Мать быстро поняла, что внешность дочери может стать билетом в лучшую жизнь для всей семьи. В 2004 году, когда Джин Ри было всего 10 лет, ее привезли в Сеул, чтобы отдать в школу актерского мастерства.
Уже в 2005 году маленькая Джин Ри получила свою первую серьезную роль. Она сыграла юную принцессу Сон Хва в популярной исторической дораме «Баллада Чадон». Примерно в это же время на нее обратили внимание скауты SM Entertainment, самого могущественного и жесткого музыкального агентства Южной Кореи. Глава агентства Ли Су Ман лично разглядел в девочке колоссальный потенциал. Джин Ри подписала контракт и стала трейни, стажером. Для 11-летнего ребенка это означало конец нормального детства. Вместо игр со сверстниками, уроков и домашнего уюта ее жизнь превратилась в бесконечный конвейер из уроков вокала, многочасовых танцевальных тренировок и жесткого контроля веса. Из-за того, что ее семья осталась в другом городе, маленькая Джин Ри жила в общежитии агентства. Ее воспитывали чужие люди, менеджеры и старшие стажеры. Она росла в атмосфере строжайшей дисциплины, где любое проявление слабости или слезы воспринималось как профнепригодность. Именно тогда, чтобы соответствовать ожиданиям боссов и публики, она взяла сценический псевдоним Соли, что в переводе означало «цвет груши в снегу». Идеальное, чистое, хрупкое имя для идеальной девочки. Подумали, если огромное количество людей сказало бы, что вы не странная. Ну, для фильма под названием «Панч Леди» у меня была встреча с режиссером. Он спросил меня: «Можешь попробовать не улыбаться в течение 3 минут?» Может быть, это заняло минуту, я не помню. Но я не смогла этого сделать. Кроме тебя, никто не улыбается. Вот что он сказал. Я была шокирована. Но я не могла перестать улыбаться. И пару дней спустя мы еще раз встретились и поговорили. Тогда он сказал мне: «Когда я впервые увидел тебя, я думал, ты никогда не сможешь сыграть эту роль. Ни за что. Но я понял. Ты идеально подходишь для этой роли». А затем добавил: «Когда я достигла половой зрелости», и перестала улыбаться. Гухара. Сирота при живых родителях. История Гухары во многом зеркально отражала судьбу Соли, но была, возможно, еще более горькой. Хара родилась 3 января 1991 года в Кванджу. Когда ей исполнилось 7 лет, ее мать просто собрала вещи и ушла из семьи, бросив 2 детей, Хару и ее старшего брата Хоина. Отец, чтобы прокормить детей, уехал на заработки в другой регион, работая на стройках по всей стране. Детей воспитывали бабушка и дедушка. Денег катастрофически не хватало. В школе Хара часто становилась объектом насмешек и издевательств со стороны одноклассников просто потому, что у нее не было родителей. Это родило в маленькой девочке глубокую психологическую травму, страх отвержения и непреодолимое желание доказать всему миру, что она чего-то стоит, что ее можно и нужно любить. Спасение Хара нашла в танцах. Она обладала невероятной пластикой и упорством. Каждую свободную минуту она проводила в танцевальном зале, стирая ноги в кровь. В подростковом возрасте она начала ездить в Сеул на прослушивание. Она стучалась во все двери. Сначала она прошла кастинг в агентство JYP Entertainment, но не смогла удержаться там. Хара не опустила руки и продолжала штурмовать кастинги, подрабатывая моделью для молодежных интернет-магазинов, чтобы иметь возможность купить билет на автобус до Сеула и обратно. Ее упорство было вознаграждено в 2008 году. Крупное агентство DSP Media искало замену ушедшей участницы в свою женскую группу Кара, из сотен претенденток выбрали именно Хару. Ее кукольное лицо, огромные выразительные глаза и невероятно тонкая талия, которую в прессе позже назовут «талией муравья», мгновенно привлекли внимание продюсеров. Так началась ее официальная карьера. Золотой век кей-поп.
Солли в FX. Разрушая стереотипы, в сентябре 2009 года агентство SM Entertainment запустило новую женскую группу под названием FX. Это был экспериментальный проект. В отличие от традиционных корейских женских групп, которые транслировали либо образ невинных школьниц, либо роковых соблазнительниц, FX делали ставку на сложную футуристическую музыку, необычные концепты и индивидуальность. Солли стала лицом группы, визуалом. Ее высокая фигура, яркая внешность и детское очарование сделали ее любимицей корейской нации. Ее называли национальной младшей сестрой. Довольно часто я ненавидела себя за то, что выглядела привлекательно. Я думаю, это связано с окружающей средой, в которой я нахожусь. Ты родилась красивой девушкой. Ты можешь оставаться глупенькой. Не нужно знать всего. Просто посиди среди этих людей и развлекай их. Тогда это им понравится. Им понравится сам твой образ. Это будет интересно. Я всегда должна соответствовать этим словам. Серьезно. Разве это не отвратительно? Если я говорю, что трудно быть красивой, это, наверное, неприятно, да? Песни FX, такие как «Ну Або», «Hot Summer», «Electric Shock» и культовый альбом Pink Tape, штурмовали вершины хит-парадов не только в Корее, но и по всей Азии, однако за фасадом успеха скрывалась тяжелая реальность. Солли росла, и ее природный характер начал вступать в жесткое противоречие с образом милой куклы, который от нее требовало агентство. Она была искренней, непосредственной и эмоциональной. Ей было тяжело скрывать усталость или фальшиво улыбаться на камеру, когда у нее не было сил. Пользователи сети, нетизены, начали замечать это. Любое ее неловкое движение, отсутствие улыбки на музыкальном шоу или мимолетный вздох тут же интерпретировались как высокомерие и лень. Это были первые звоночки будущей катастрофы. Вы думаете, айдолы кей-поп не рабы? Нужно ли защищать их трудовые права? Да. Какие конкретно? Минимальная заработная плата, стандартное рабочее время. Не заставлять работать сверхурочно. Вот было бы здорово. Как вы думаете, айдолам нужен профсоюз? Конечно, нам нужен профсоюз. Боже, я в бешенстве. Нам точно нужен профсоюз для айдолов. Мне кажется, айдолов вообще не принимают за людей. Они просто не видят в нас людей. Гу-Хара в Кара, покорение Японии. Гу-Хара ворвалась в индустрию чуть раньше, в 2008 году, с песней «Rock You». Группа Кара стремительно набирала популярность. Хара стала завсегдатаем различных развлекательных шоу благодаря своему легкому характеру, искрометному юмору и готовности выполнять любые, даже самые нелепые задания ради рейтингов. Корейский зритель полюбил ее за искренность. Настоящий триумф случился в 2009-2010 годах. Выпуск хитов Хани «Мистер» с их знаменитым танцем «Бедер» и Лупин возвел Кара в ранг суперзвезд. Группа совершила практически невозможное для корейских артистов того времени, они полностью покорили сложнейший и закрытый музыкальный рынок Японии. Кара стали первой корейской женской группой, которая смогла собрать полный стадион Токио Доум, вершина, о которой многие могли только мечтать. Хара стала иконой стиля, ее лицо украшало обложки журналов, контракты на рекламу исчислялись миллионами долларов. Она купила своей семье дом, обеспечила отца и брата, исполнив свою детскую мечту доказать свою ценность. Но внутри нее по-прежнему жила та маленькая, испуганная девочка из Кванджу, которая панически боялась, что этот сон закончится, и она снова останется одна, никому не нужная. Рождение дружбы. В жестоком мире кей-поп, где группы конкурируют друг с другом за эфирное время, рекламные контракты и любовь фанатов, искренняя дружба между участницами разных коллективов – большая редкость. Но Солли и Хара нашли друг друга, их сблизило схожее прошлое.
Обе пережили семейные драмы, обе остались без родительской ласки в нежном возрасте, обе рано узнали изнуряющую изнанку славы. Они понимали друг друга без слов. Когда у них выдавались редкие свободные дни в плотном графике, они проводили их вместе. Они устраивали совместные фотосессии, ходили в кафе, делились одеждой и секретами. В индустрии, где каждый шаг контролировался менеджерами, их дружба была единственным островком настоящей, неотрепетированной жизни. Они называли друг друга сестрами. Темная сторона славы, корейский менталитет и индустрия айдолов. Чтобы понять трагедию Соли и Гухары, необходимо погрузиться в контекст того, как устроена корейская индустрия развлечений и какое давление оказывает на артистов корейское общество. Южная Корея – страна с глубокими конфуцианскими корнями. Здесь силен коллективизм, жесткая социальная иерархия и культ общественного мнения – нунчи. Человек в Корее во многом оценивается через то, как его воспринимают окружающие. Общественное одобрение – это наивысшая ценность, а общественное порицание – гражданская смерть. Слово «айдол», «кумир» в корейском контексте понимается буквально. Артист кей-поп должен быть идеальным во всем. Он должен обладать безупречной внешностью без малейших изъянов. Он должен быть скромным, вежливым, бесконечно благодарным фанатом. Он обязан много работать и никогда не жаловаться на усталость. Главное правило – айдол не имеет права на личную жизнь. Корейские фанаты воспринимают артистов не просто как музыкантов, а как инвестицию или квазипартнеров. Покупая альбомы, билеты на концерты и мерч, фанаты считают, что приобретают право контролировать жизнь своего кумира. Агентства поддерживают эту иллюзию, накладывая на артистов жесткие запреты на свидания, дейтинг-банс. Провинность одного участника группы может разрушить карьеру всего коллектива и принести агентству колоссальные убытки. Поэтому айдолы живут в условиях перманентного стресса и тотальной несвободы. С развитием интернета в Корее сформировалась уникальная и пугающая культура нетизенов, сетевых пользователей. Корейские интернет-порталы, такие как Naver и Daum, долгое время позволяли оставлять анонимные комментарии под новостями шоу-бизнеса. Это породило легионы антифанатов, людей, которые целенаправленно занимались травлей артистов. Кибербуллинг в Корее приобрел масштабы национального спорта. Любое малейшее отступление айдола от негласного кодекса идеального поведения становилось поводом для многомесячной, изощренной травли, которую корейское общество молчаливо одобряло, считая это формой воспитания взорвавшихся звезд. Именно в жернова этой системы и попали Солли и Гухара, когда решили, что они имеют право быть просто людьми. Хроника уничтожения Чхве Джинри, Соли. Трагедия Соли развивалась постепенно, и каждый ее шаг к свободе вызывал новую волну ярости у консервативной корейской публики. Скандал со свиданиями от 2013 до 2014. Первый сокрушительный удар по образу чистой и невинной Соли был нанесен в 2013 году, когда в сеть просочились слухи о ее романе с рэпером Чоиза, участником дуэта «Динамик Дуо». Разница в возрасте составляла 14 лет. Для корейского общества это стало шоком. На Соли обрушился шквал критики. Ее обвиняли в разрушении репутации группы FX, в том, что она связалась не с тем мужчиной, разрушив иллюзию своей чистоты. Ситуация усугубилась, когда Чоиза потерял кошелек, в котором были их совместные фотографии с Соли. Нашедший кошелек выложил фото в сеть. Издевательства и пошлые шутки в адрес девушки заполонили корейский интернет. Соли не выдержала психологического давления. Летом 2014 года, в разгар промоушена нового альбома FX Red Light, агентство объявило, что Соли берет перерыв в деятельности из-за истощения и ухудшения здоровья. В 2015 году она официально покинула группу FX, решив сосредоточиться на актерской карьере. Бунт против системы от 2016 до 2019, освободившись от жестких оков айдол-контракта, Соли решила жить так, как ей хочется. Она завела личный аккаунт в Instagram и начала публиковать фотографии, которые ломали все корейские табу. Она публиковала снимки без макияжа, домашние кадры с вечеринок с друзьями, фотографии, на которых она дурачилась. Но главным триггером для корейских нетизенов стал ее отказ от ношения бюстгальтера. В Южной Корее, где женская сексуальность в повседневной жизни жестко табуирована, появление женщины на публике или на фото без лифчика воспринималось как радикальный эксгибиционизм и оскорбление общественной морали.
Каждый ее пост становился поводом для общенационального скандала. Статьи о том, что Соли снова выложила фото без бюстгальтера, собирали десятки тысяч комментариев на портале Навер. Ее называли сумасшедшей, внимание проституткой, наркоманкой, призывали бойкотировать ее проекты и желали ей смерти. Соли пыталась защищаться. В эфире одного из шоу она спокойно объяснила свою позицию. Бюстгальтеры вредны для здоровья. Это просто аксессуар. Одежда — это личный выбор каждого. Я хочу, чтобы люди посмотрели на меня и поняли, что в этом нет ничего страшного. Всем привет. Я Чведжинри. Кажется, айдолов вообще не принимают за людей. Они просто не видят в нас людей. Все, что я делала в своих социальных сетях, я делала только потому, что мне так захотелось. Мои действия и мое мышление были в соответствии с теми, кто поддерживал феминизм. Мужчины открыто говорят о сексе. Или о своих желаниях и недовольстве. Мужчин обычно хвалят за прямоту в таких вещах. Но когда женщины делают то же самое, их упрекают в вульгарности или излишней самоуверенности. Она пыталась продвигать идеи бодипозитива и женской свободы в стране, которая была к этому абсолютно не готова. Крик о помощи. За внешним вызовом и смелостью скрывалась глубоко израненная психика. Соли страдала от тяжелой депрессии, панических расстройств и социофобии с юных лет. В 2018 году вышло ее реалити-шоу «Магазинчик Соли» «Джинри Стор», где она со слезами на глазах обращалась к зрителям. «Пожалуйста, посмотрите на меня еще раз. Почему вы так предвзяты ко мне? Что я сделала плохого? Пожалуйста, проявите ко мне немного тепла». Ее никто не услышал. 그러니까 나한테 오해하지 마라. 난 나쁜 사람 아니야. Хейтеры воспринимали ее слезы как слабость и удваивали свои атаки. В середине 2019 года Соли стала одной из ведущих шоу «Ночь хейтерских комментариев» «The Night of Hate Comments». Концепция шоу была жестокой. Знаменитости должны были вслух читать злые комментарии о себе и отвечать на них. Продюсеры считали это формой терапии, но на деле это было публичным мазохизмом. Каждую неделю Соли приходилось лицом к лицу сталкиваться с тоннами грязи, которую на нее выливали в сети, выдавливая из себя улыбку перед камерами. Ее ресурс выживания был исчерпан. 설리는 중화성의 새로운 패러다임. 얼굴은 어종, 하는 짓은 관종. 인정. 라임. 인정? 네, 인정. 아, 관종 인정? 관종 인정. 관종 인정. 우리 모두 관종 아닌가요? 그렇지, 우리 다 관종이지. 아니, 보통 사람들 다 관종. 근데 대관종 인정? 대관종. 나 대관종. 관종 진짜. Вы любите привлекать к себе внимание, верно? Здесь настоящий искатель внимания вынесет вердикт. Является ли она такой же? Да, Соли судья. Она будет честна. Вы хотите, чтобы я судила, да? Соли эксперт в этой области. Она умеет привлекать внимание. Серьезно? А она хороша. Точно. Детектор ищущих внимания. И я, получается, искатель внимания? Вы хотите, чтобы я это сказала? Да, пожалуйста. Серьезно, уверены? Ну и? Она ищет внимания или нет? Ну, я так не думаю. Вы просто делали то, что могли, но это было не для привлечения внимания. Думаю, от слова «искатель внимания» следует избавиться. Это хорошая идея. Верно. Если все ищут внимания, то нам не нужно это слово, верно? Детектор поиска внимания. Нет, отныне слово «искатель внимания» запрещено. Хроника уничтожения Гухары. Если Соли уничтожали за ее взгляды и стремление к свободе, то Гухара стала жертвой домашнего насилия, шантажа и чудовищной судебной системы. Развал Кара и поиски себя.
В 2016 году контракт Гухары с агентством DSP Media истек, и группа Кара фактически прекратила свое существование. Для Хары, чья личность с 17 лет была неразрывно связана с группой, это стало тяжелым испытанием. Она пыталась строить сольную карьеру, снималась в шоу, выпускала музыку в Японии, но повторить былой успех было крайне сложно. В этот период одиночества в ее жизни появился человек, который впоследствии разрушит ее жизнь, парикмахер-стилист Чхве Джон Бом. Они познакомились на съемках одного из бьюти-шоу и начали встречаться. Внешне он казался идеальным парнем, но за закрытыми дверями скрывался абьюзер с маниакальной склонностью к контролю. Сентябрьская ночь 2018 года, начало кошмаров ночь на 13 сентября 2018 года в элитном районе Сеула Канам разразился скандал. Чхве Джон Бом пьяным ворвался в квартиру Гухары. Между ними произошла жестокая ссора на почве его патологической ревности. Дело дошло до драки. Утром Чхве Джон Бом обратился в полицию и СМИ, заявив, что Гухара жестоко избила его. Он продемонстрировал журналистам царапины на лице. Корейское общество по своей давней привычке мгновенно встало на сторону мужчины. В прессе появились заголовки о бешеной айдолке, которая избила своего парня. На Хару обрушилась лавина хейта. От нее стали отказываться бренды, контракты аннулировались. Однако через несколько дней Хара, поняв, что молчание ее погубит, предоставила свои доказательства. Она опубликовала фотографии своего тела, покрытого страшными черно-синими синяками, и медицинские заключения. Врачи диагностировали у нее кровотечение в матке и влагалище, вызванное ударами в живот, а также тяжелое сотрясение мозга. Порноместь и судебный фарс. Самый страшный поворот в этой истории случился, когда выяснилось, почему Хара так долго молчала. Чхве Джон Бом шантажировал ее. Во время их отношений он тайно и без ее согласия записывал их интимные видео. В ночь ссоры он отправил Харе это видео на телефон с сообщением: «Я отправлю это в Dispatch», крупное корейское таблоидное СМИ. «Твоя карьера окончена». В сети появилась запись с камер видеонаблюдения в подъезде дома Хары. На ней видно, как суперзвезда, миллионерша, кумир миллионов Гухара стоит на коленях перед Чхве Джон Бомом в лифте, умоляя его не публиковать видео и не ломать ей жизнь. Этот кадр разбил сердца людей по всему миру, но корейский суд остался непреклонен. В Южной Корее существует огромная проблема с так называемой «молка» — скрытая съемка интимных видео, и порноместью. Суды крайне снисходительны к мужчинам в таких делах. Судебный процесс над Чхве Джон Бомом превратился в изощренное издевательство над жертвой. Судья О Док Сик потребовал предоставить интимное видео суду для оценки степени его порнографического содержания. Несмотря на протесты адвокатов Хары, заявлявших, что это наносит девушке повторную тяжелейшую психологическую травму, судья настоял на просмотре видео в своей закрытой комнате. В августе 2019 года суд вынес приговор. Чхве Джон Бома признали виновным в избиении, угрозах и шантаже. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с отсрочкой приговора на 3 года. Самое страшное, суд полностью оправдал его по статье о незаконной съемке видео без согласия партнера, заявив, что видео было снято в рамках близких отношений. Чхве Джон Бом остался на свободе. Он открыл собственный салон красоты, устроил шумную вечеринку в честь открытия и активно вел соцсети. Гухара же осталась 1 на 1 со своим позором, разрушенной карьерой и осознанием того, что закон в ее стране не защищает женщин. Нетизены продолжали писать ей, что она сама виновата, раз позволила себя снимать. Мужчины открыто говорят о сексе. Или о своих желаниях и недовольстве. Мужчин обычно хвалят за прямоту в таких вещах, но когда женщины делают то же самое, их упрекают в вульгарности или излишней самоуверенности. Даже когда иногда я не согласна с некоторыми женщинами, я здесь для того, чтобы поддержать, поболеть за них, за то, что у них достаточно возможностей говорить за себя, не думая о последствиях.
Я думаю, нам нужно больше женщин, которые могли бы высказываться. Первая попытка психика Хары не выдержала еще весной 2019 года, в разгар судебного разбирательства. 26 мая ее менеджер, обеспокоенный тем, что Хара не отвечает на звонки и выложила в Инстаграм пост со словом «прощай», приехал к ней домой. Он нашел девушку без сознания в комнате, заполненной дымом от горящих угольных брикетов, распространенный в Корее способ самоубийства. Тогда Хару успели спасти. Очнувшись в больнице, она через своих представителей принесла извинения общественности. «Я прошу прощения за то, что вызвало беспокойство. Мне было очень тяжело. Отныне я постараюсь быть сильнее». Чтобы сбежать от корейского хейта, она уехала в Японию, где подписала контракт с местным агентством и попыталась начать все заново. Но судьба готовила ей новый финальный удар. «Черная осень 2019 года. Хроника 41 дня. Осень 2019 года навсегда останется самым мрачным периодом в истории кей-поп. Это были 41 день, которые потрясли нацию. 14 октября 2019 года. Уход Соли понедельник, 14 октября, начинался как обычный рабочий день для стаффа шоу «Ночь хейтерских комментариев». Соли должна была приехать на съемки очередного эпизода. Однако она не появилась в студии, а ее телефон был недоступен. Менеджер Соли, который разговаривал с ней накануне вечером и почувствовал в ее голосе странную глухую тоску, забил тревогу. Он поехал к ней домой, в двухэтажный коттедж в пригороде Сеула Соннам. Взломав дверь на втором этаже дома, он обнаружил тело Чхве Джин Ри. Она повесилась. Ей было 25 лет. Полиция не нашла предсмертной записки, только личные дневники девушки, последние страницы которых были заполнены болезненными мыслями о невыносимой душевной боли, одиночестве и усталости от бесконечной травли. Почему вы ее простили? Я просто... Пока шел судебный процесс, я пострадала еще больше, обратившись в суд. Лучше мне от этого не стало. И это не успокоило мой гнев. Это только продолжало причинять мне больше боли. Когда я услышала, что они нашли этого человека, даже тогда мне было больно. Когда я услышала, что она глубоко сожалеет, мне все равно было больно. Думаю, в тот момент мне было больно даже просто получать извинения. Что бы это ни было, по крайней мере, когда это исходило от этого человека, мне все равно было так же больно, как бы она ни извинялась. Новость о смерти Солли разорвала информационное пространство. Корейские интернет-порталы буквально рухнули от наплыва пользователей. Шок, ступор и волна мгновенного раскаяния захлестнули сеть. Те самые нетизены, которые еще вчера писали проклятия под ее фотографиями без лифчика, начали массово удалять свои комментарии, но было уже слишком поздно. Обещание Хары в момент смерти Солли Гухара находилось в Японии, у нее шел промоушен нового сингла. Узнав о гибели лучшей подруги, Хара была раздавлена. Из-за жестких контрактных обязательств она не могла немедленно вылететь в Сеул на похороны. 15 октября Гухара вышла в прямой эфир в Инстаграм. Это видео невозможно смотреть без слез. Хара сидела перед камерой, ее лицо было опухшим от слез, она не могла сдерживать рыдания.
Она публично обратилась к погибшей подруге. «Соли, мне жаль, что я не могу приехать, потому что я в Японии. Извини, что могу попрощаться с тобой только так. Там, на небесах, делай все, что тебе хочется. Я буду жить дальше. Я буду жить и работать усердно за тебя, моя сестренка. Ребята, я в порядке. Мы с Соли были очень близки, мы были как настоящие сестры, поэтому я хотела поговорить с ней. Я обещаю вам, я буду жить». 언니가 일본에 있어서 못 가서 미안해. 이렇게밖에 인사할 수밖에 없는 게 너무 미안해. 가서 그곳에서 정말 너가 하고 싶은 대로 하고 싶은 대로 잘 지내. Она пообещала жить, и фанаты поверили ей. Через несколько дней она все же прилетела в Корею, тайно посетила мемориал Соли, попрощалась с ней и снова вернулась к работе. Но это была лишь видимость борьбы. Внутри Хары выгорело все. Смерть Соли выбила из-под ее ног последнюю опору, сломленная судом, преданная любимым человеком и брошенная матерью. 할머니. 야, 나 하라야. 하야냐? 응. 니랑 강아지? 아니 괜찮아. 어? 괜찮아. 내가 좋아서 하는 거잖아. 이렇게 너는 그것이 소인께 그것이랑 맛있는 것 다 사먹고 막 그래라. 응? 할머니. 야, 나는 할머니한테 어떤 손녀예요? 어떤 손자냐고? 응. 좋은 손자지. 손자지. 강아지밖에 없잖아. 그냥 귀엽기만 해. 이기고 보고 싶어. 할머니. 네가 우리 세상에 국민들한테 생활로 이바지가 된다는 거 얼마나 감사하고 얼굴이 된다는 거 얼마나 감사하고. 할머니 아픈 데는 없어? 한번 다리가 아프지. 너희한테 고구마 한 박스가 보내줄까? 아니 괜찮아. 그다음에 응. 할머니 내가 보내준 약 잘 드시고 있어요? 지금 뭐 아까워서 뭐 먹고 있는데. 왜? 나 할머니 그 먹으라고 보내준 거야. 이렇게 강아지가 진짜 먹어야 되는지. 나는 괜찮아. 24 ноября 2019 года, конец борьбы, 23 ноября Гу Хара выложила в свой Инстаграм свою последнюю фотографию. Это был снимок из постели. Она смотрела в камеру со слабой, едва заметной улыбкой. Подпись под фото состояла из одного слова «Спокойной ночи». Nagluluksa ang K-pop fan sa pagkamatay ng K-pop idol na si Goo Hara. Natagpo ang wala ng buhay si Goo sa kanyang bahay sa Seoul, South Korea. Bago ito nag-post pa siya sa kanyang Instagram account si Goo noong Sabado ng gabi. Ang kanyang caption, "Good night." На следующий день, 24 ноября 2019 года, около 18:00 по корейскому времени, экономка Гу Хары пришла в ее дом в районе Чхондамдон. Она обнаружила тело Хары в гостиной. Девушка покончила с собой. С момента смерти Соли прошел ровно 41 день. В отличие от Соли, Хара оставила предсмертную записку. Полиция отказалась публиковать ее содержание, заявив лишь, что она была очень короткой, написанной от руки и содержала крайне пессимистичные мысли о жизни. Хара устала бороться с миром, который требовал от нее быть идеальной, но отказывал в базовом праве на сострадание. Посмертный кошмар, суды, деньги и закон Гу Хары. Трагедия семьи Гу Хары не закончилась с ее смертью. Дальнейшие события показали, что человеческая алчность способна превзойти любую мораль. Когда Гу Хара погибла, ее старший брат Хоин взял на себя организацию похорон.
Согласно корейскому законодательству, имущество умершего, не оставившего завещания и не имеющего детей, делится поровну между его родителями. И тут на сцене появилась женщина, которую дети не видели более 20 лет, их биологическая мать. Она бросила Хару, когда той было 7 лет, никогда не платила алименты, не интересовалась ее жизнью, не прислала ни одной открытки на день рождения. Но узнав, что после смерти дочери осталось колоссальное состояние, недвижимость в элитных районах Сеула, авторские отчисления, банковские счета, суммарно более 10 миллионов долларов, эта женщина наняла адвокатов и потребовала свою долю в 50%. Более того, на самих похоронах матери Хары вела себя кощунственно. Она подходила к знаменитостям и айдолам, пришедшим почтить память Хары, и просила сделать с ними селфи. Она тайно записывала разговоры с сыном Хоином на диктофон, чтобы использовать их в суде. Борьба брата и рождение закона брат Хары, Хоин, был возмущен до глубины души. Он подал иск против матери, требуя лишить ее права на наследство. Судебный процесс длился долго. Корейское право было на стороне матери. Закон жестко защищал права биологических родителей, независимо от того, воспитывали они ребенка или нет. В итоге суд пошел на компромисс, разделив имущество в пропорции 60% отцу, который передал свою долю сыну Хоину, и 40% матери. Женщина, предавшая дочь в детстве, получила миллионы долларов за ее смерть. Хоин не смирился с этим. Он инициировал создание петиции в Национальную ассамблею Южной Кореи с требованием изменить Гражданский кодекс. Этот законопроект получил официальное название «Закон Гухары». Его суть заключалась в том, чтобы законодательно лишать права на наследство тех родителей, которые грубо пренебрегали своими обязанностями по воспитанию и содержанию детей. Трагедия кей-поп-айдола Гухары изменила законы Южной Кореи. Прошло уже 6 лет с ее ухода, но история не закончена. Сразу после ее смерти произошло нечто шокирующее. В дом Гухары проник неизвестный и украл только один сейф весом 31 килограмм. Преступник аккуратно закрыл камеры листвой и до сих пор не найден. Но самое важное наследие Гухары – это так называемый «закон Гухары». Этот закон, принятый благодаря петиции ее брата, запрещает родителям, которые пренебрегали своими обязанностями, претендовать на наследство после смерти ребенка. Он вступит в силу в январе 2026 года. Смерть Гухары не только оставила тайну, но и принесла справедливость тем, кто годами страдал от нерадивых родителей. Ее имя навсегда останется частью корейского законодательства. Борьба за этот закон растянулась на годы, парламент несколько раз отклонял его из-за юридических коллизий, однако Хоин продолжал штурмовать кабинеты чиновников. В итоге, после долгих дебатов и под давлением общественности, закон Гухары был принят, навсегда изменив систему семейного права в Южной Корее. Хара спасла будущих детей от алчности бросивших их родителей ценой собственной жизни. Почему Южная Корея до сих пор не может забыть этот случай, смерть Солли и Гухары, стала для Южной Кореи тем, чем для Великобритании стала гибель принцессы Дианы. Я задавалась вопросом, какой могла бы быть моя роль в этом маленьком мире. Каково это — строить отношения? И что было на уме у людей моего возраста? Слава появилась так внезапно. Я понимала, что значит быть знаменитой, но в то же время мне было страшно. Было ощущение, словно это мыльный пузырь. Поэтому я старалась этого не видеть, не обращать внимания на это. Я пыталась отвернуться. Прошли годы, но этот двойной уход до сих пор остается открытой раной и главным обвинительным приговором современному корейскому обществу. Почему этот случай невозможно забыть? Системный кризис кей-поп-индустрии, гибель девушек сорвала глянцевую маску с кей-поп-индустрии. Мир увидел, что за идеальными танцами, дорогими клипами и лучезарными улыбками скрывается жестокая система ментального рабства. После 2019 года крупнейшие агентства SM, JYP, YG, HYBE были вынуждены кардинально пересмотреть свое отношение к ментальному здоровью артистов.
Были введены обязательные штатные психологи, айдолам разрешили официально брать длительные перерывы в деятельности хиатус при первых признаках депрессии или выгорания без штрафных санкций. Сегодня объявление о том, что тот или иной участник группы временно уходит на перерыв из-за повышенной тревожности, стали нормой, но эта норма была оплачена жизнями Солли и Хары. Удар по кибербуллингу. Конец анонимности, смерть Солли заставила корейское правительство и IT-гигантов пойти на радикальные меры. Главные интернет-порталы страны, Naver и Daum, приняли историческое решение. Они навсегда отключили секции комментариев под новостями из сферы шоу-бизнеса и спорта. Это был колоссальный шаг. Хейтеров лишили их главной трибуны. Оказалось, что если человек не может анонимно вылить желчь под статьей об артисте, уровень публичной агрессии резко снижается. Были ужесточены наказания за кибербуллинг. Полиция стала быстрее реагировать на заявления знаменитостей о травле, а суды начали выносить реальные штрафы и сроки за сетевые оскорбления. Феминистский подтекст и права женщин. История Солли и Хары – это история о положении женщины в Южной Корее. Солли уничтожили за то, что она хотела распоряжаться своим телом, носить или не носить лифчик, встречаться с кем хочет. Хару уничтожили за то, что она стала жертвой мужчины, а общество и суд обвинили ее саму. Их смерть дала мощный толчок корейскому феминистскому движению. Тысячи корейских женщин выходили на митинги против молка, скрытых камер, и порно-мести с плакатами «Я Гу Хара. Моя жизнь не твое порно». 피고인의 1심 재판 진행 중 단순히 실형을 피하기 위하여 법원 내에서만 반성하는 이기적인 태도를 취하였고, 이로 인하여 1심에서 실형을 받지 않고 집행유예 판결을 받았음에도 반성하기는커녕 자신의 개혁 정치를 화려하게 교체하고 이를 인스타그램에 올리기까지 하였습니다. Их трагедия показала, насколько глубоко в корейском правосудии укоренился патриархальный перекос и заставила общество начать долгую дискуссию о защите прав женщин. Экзистенциальная вина общества – самая главная причина, почему Корея не может забыть этот случай, это чувство коллективной вины. Убийцами Солли и Хары были не конкретные маньяки с ножами. Их убийцами были миллионы обычных граждан. Это были офисные работники, студенты, домохозяйки, которые по вечерам, сидя у экранов своих телефонов, писали мимолетные злые комментарии. «Она выглядит ужасно», «Пусть она исчезнет», «Она заслужила это». Люди делали это ради развлечения, не думая, что на другом конце провода сидит живой, хрупкий человек, у которого внутри идет кровь. Коллективное осознание того, что общество своей жестокостью и равнодушием шаг за шагом довело двух молодых, талантливых девушек до петли и угольных брикетов, это тяжелейший груз, который корейская нация несет до сих пор. Заключение. Вечный покой двух ангелов в Сеуле, и далеко за его пределами фанаты до сих пор приносят цветы к мемориалам Солли и Гу Хары. Их аккаунты в социальных сетях превратились в цифровые памятники, где под старыми фотографиями люди на сотнях языков мира продолжают писать слова любви и извинений. Они ушли молодыми, оставшись в памяти людей вечно прекрасными, но бесконечно печальными образами. Солли — бунтующий цветок груши в снегу, который просто хотел дышать полной грудью.
Гухара — хрупкая фарфоровая кукла с стальным сердцем, которая до последнего вздоха боролась за свою любовь, достоинство и право быть счастливой. Их трагедия изменила мир кей-поп, изменила законы Южной Кореи и заставила миллионы людей задуматься о том, что слова в интернете могут убивать так же эффективно, как и холодное оружие. Они заплатили самую страшную, невообразимую цену за то, чтобы индустрия, которая их породила, стала хоть немного более человечной. 좀 기억이 남는데, 기자님 저 하라예요 이렇게 얘기를 했던 그 목소리가 기억이 많이 나고 정말 도와드리고 싶어요 이런 얘기를 했었어요. 사실 너무 고마웠죠. 구하라 씨와 최종훈 씨는 데뷔 때부터 굉장히 친한 사이였고 또 승리 씨나 그 정준영 씨하고도 어느 정도는 서로 알고 있는 사이였었어요. 그래서 그때 하라 씨가 했던 얘기는 본인이 이제 친분이 있기 때문에 그들이 휴대폰을 할 때 본 적이 있었는데 걔네 거기에 진짜 이상한 거 많아요 기자님. 기자님 얘기하신 게 맞아요라고 얘기를 했었고 어떻게 도와주면 될까 이런 얘기를 해서 제가 솔직하게 얘기했죠. 사실 저는 그 경찰의 존재를 알고 싶은 것인데 알 방법이 없다. 그래서 혹시 이 부분에 대해서 하라 씨는 도와줄 수 있을까요? 이렇게 얘기했더니 그때 당시에 구하라 씨가 최종훈 씨에게 전화를 걸어서 그 부분을 대신 물어봐줬던 것 같아요. 저는 아직도 그날이 좀 기억이 남는데 to remember, I think it was about me. It's getting harder to understand how you felt in my hands, in my hands. 언니가 네 목까지 열심히 살게. 열심히 할게. Всем привет. Я Чведжинри. Кажется, айдолов вообще не принимают за людей. Они просто не видят в нас людей. Все, что я делала в своих социальных сетях, я делала только потому, что мне так захотелось. Мои действия и мое мышление были в соответствии с теми, кто поддерживал феминизм. Мужчины открыто говорят о сексе. Или о своих желаниях и недовольстве. Мужчин обычно хвалят за прямоту в таких вещах. Но когда женщины делают то же самое, их упрекают в вульгарности или излишней самоуверенности. Bye bye. Sorry, bye bye. Bye bye.
사요나라? 응, 사요나라. 사요나라. 기자님들 저 좀 예뻐해 주세요. 시청자님들 저 좀 예뻐해 주세요. 미국까지 열심히 살게. 열심히 할게. 또 그날이 좀 기억이 남는데, 기자님 저 하라예요. 이렇게 얘기를 했던 그 목소리가 기억이 많이 나고, 정말 도와드리고 싶어요. 이런 얘기를 했었어요. 사실 너무 고마웠죠. 구하라 씨와 최정훈 씨는 데뷔 때부터 굉장히 친한 사이였고, 또 승리 씨나 또 정준영 씨하고도 어느 정도는 서로 알고 있는 사이였었어요. 그래서 그때 하라 씨가 했던 얘기는 본인이 이제 친분이 있기 때문에 그들이 휴대폰을 할 때 본 적이 있었는데, 걔네 거기에 진짜 이상한 거 많아요, 기자님. 기자님 얘기하신 게 맞아요라고 얘기를 했었고, 어떻게 도와주면 될까? 이런 얘기를 해서 제가 솔직하게 얘기했죠. 사실 저는 그 경찰의 존재를 알고 싶은 것인데 알 방법이 없다. 그래서 혹시 이 부분에 대해서 하라 씨는 도와줄 수 있을까요? 이렇게 얘기했더니 그때 당시에 이제 구하라 씨가 최종훈 씨에게 전화를 걸어서 그 부분을 대신 물어봐줬던 것 같아요. 저는 아직도 그날이 좀 기억이 남는데. Почему вы ее простили? Я просто... Пока шел судебный процесс, я пострадала еще больше, обратившись в суд. Лучше мне от этого не стало. И это не успокоило мой гнев. Это только продолжало причинять мне больше боли. Когда я услышала, что они нашли этого человека, даже тогда мне было больно. Когда я услышала, что она глубоко сожалеет, мне все равно было больно. Думаю, в тот момент мне было больно даже просто получать извинения. Что бы это ни было, по крайней мере, когда это исходило от этого человека, мне все равно было так же больно, как бы она ни извинялась. Быть айдолом. Да это хуже всего на свете, быть айдолом кей-попа. Как вы думаете, айдолы кей-поп не рабы? Нужно ли защищать их трудовые права? Да. Какие конкретно? Минимальная заработная плата, стандартное рабочее время. Не заставлять работать сверхурочно. Вот было бы здорово. Как вы думаете, айдолам нужен профсоюз? Конечно, нам нужен профсоюз. Боже, я в бешенстве. Нам точно нужен профсоюз для айдолов. Мне кажется, айдолов вообще не принимают за людей. Они просто не видят в нас людей. 언니가 일본에 있어서 못 가서 미안해. 이렇게밖에 인사할 수밖에 없는 게 너무 미안해. 가서 그곳에서 정말 너가 하고 싶은 대로 하고 싶은 대로 잘 지내. 언니가 미국까지 열심히 살게. 열심히 할게.
여러분, 저 괜찮습니다. 제가 설리랑 정말 친했던 신혼님 동생 사였기 때문에 제가 이렇게나마 대신 설리한테 인사드리고 싶어서 여러분들한테 라이브 영상을 틀었어요. 이게 죄송합니다. 미안합니다. 여러분 걱정하지 마세요. Что бы вы подумали, если огромное количество людей сказало бы, что вы не странная? Ну, для фильма под названием «Панч Леди» у меня была встреча с режиссером. Он спросил меня: «Можешь попробовать не улыбаться в течение 3 минут?» Может быть, это заняло минуту, я не помню. Но я не смогла этого сделать. Кроме тебя, никто не улыбается. Вот что он сказал. Да я была шокирована. Но я не могла перестать улыбаться. И пару дней спустя мы еще раз встретились и поговорили. Тогда он сказал мне: когда я впервые увидел тебя, я думал, ты никогда не сможешь сыграть эту роль. Ни за что. Но я понял. Ты идеально подходишь для этой роли. А затем добавил: когда я достигла половой зрелости и перестала улыбаться. Nagluluksa ang K-pop fan sa pagkamatay ng K-pop idol na si Gu Hara. Natagpo ang wala ng buhay si Gu sa kanyang bahay sa Seoul, South Korea. Bago ito nag-post pa siya sa kanyang Instagram account, si Gu noong Sabado ng gabi. Ang kanyang caption, "Good night." 이러면 얘기하고 싶었어. 하라 뭐 이때 그래줄 거라. 집에만 있으면 우울하잖아요. 그래서 오늘도 이렇게 흰색 옷을 입어보 왔습니다. Fuck you? Fuck? 아니 내가 얘기한 게 아니라 저 사람들 얘기한 진짜? 저 사람들 얘기한 설리는 붕어상의 새로운 패러다임. 얼굴은 어종, 하는 짓은 관종. 인정. 라임. 인정? 네, 인정. 아, 관종 인정? 관종 인정. 관종 인정. 관종은 우리 모두 관종 아닌가요? 그렇지, 우리 다 관종이지. 아니, 보통 사람들 다 관종. 근데 개관종 인정? 개관종. 나 개관종. 관종 진짜. Вы любите привлекать к себе внимание, верно? Здесь настоящий искатель внимания вынесет вердикт. Является ли она такой же? Да, Соли судья. Она будет честна. Вы хотите, чтобы я судила, да? Соли эксперт в этой области. Она умеет привлекать внимание. Серьезно? А она хороша. Точно. Детектор ищущих внимания. И я, получается, искатель внимания? Вы хотите, чтобы я это сказала? Да, пожалуйста. Серьезно, уверены? Ну и? Она ищет внимания или нет? Ну, я так не думаю. Вы просто делали то, что могли, но это было не для привлечения внимания.
Думаю, от слова «искатель внимания» следует избавиться. Это хорошая идея. Верно. Если все ищут внимание, то нам не нужно это слово, верно? Детектор поиска внимания. Нет, отныне слово «искатель внимания» запрещено. Что бы вы подумали, если огромное количество людей сказало бы, что вы не странная? Ну, для фильма под названием «Панч Леди» у меня была встреча с режиссером. Он спросил меня: можешь попробовать не улыбаться в течение 3 минут? Может быть, это заняло минуту, я не помню. Но я не смогла этого сделать. Кроме тебя, никто не улыбается. Вот что он сказал. Я была шокирована. Но я не могла перестать улыбаться. И пару дней спустя мы еще раз встретились и поговорили. Тогда он сказал мне: когда я впервые увидел тебя, я думал, ты никогда не сможешь сыграть эту роль. Ни за что. Но я понял. Ты идеально подходишь для этой роли. А затем добавил: когда я достигла половой зрелости и перестала улыбаться. Это было первое решение, которое я приняла самостоятельно, сама лично. И я ни о чем не жалела. Я была счастлива. Но я чувствовала, что моя мама говорит мне не быть счастливой, не радоваться. Мне было трудно сепарироваться от нее. В конце концов, я перестала ее слушать. Я просто сделала то, что... 그러니까 나한테 오해하지 마라. 난 나쁜 사람 아니야. 안녕하세요. 최진리입니다. 최진리입니다. 5학년 때부터 숙소 생활을 해서요. 그냥 집에 가고 싶어서. 네. 엄마 보고 싶어서. 집에 간다고 생각해서 그때 엄청 힘들었던 기억이 있어요. 또 25이 됐어요. 학생이들도 떨리겠죠? 잘 해보겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 최진리입니다. 사람이라고 별로 생각 안 하는 것 같아요. 제가 연예인을 시작하면서
제일 많이 들었던 얘기가 그때 당시는 그게 이상한지 몰랐어요. 너는 상품이고 저에게 아픔을 줄 때밖에 없었던 것 같아요. 유일한 게 스스로를 자책하고 그게 제 통제였던 것 같아요. 성적인 얘기 이런 것도 당당하게 하고 자기의 욕구 이런 걸 당당하게 얘기했을 때 멋있는 남자라고 여자가 본들을 그렇게 얘기하면 왜 이렇게 밝혀 이렇게 드세 울었어요? 벌써 25이 됐어요. 제가 중학생 때쯤 지금 제 나이에 언니들을 보면서 정말 어른 같다고 생각하고 멋있다고 생각했는데 저도 지금 그 나이가 되어 있네요. 저도 누군가에게는 그런 사람이고 싶네요. Моя мама. Я чувствовала, что моя мама говорит мне не быть счастливой, не радоваться. Мне было трудно сепарироваться от нее. В конце концов, я перестала ее слушать. Я просто сделала то, что хотела. Моя мама редко бывала дома. Я все время скучала по ней. Моей работой было ждать ее каждый день. И я хотела сделать куклу, которая была бы похожа на мою маму. Когда мамы не было рядом, это часто происходило, даже не сосчитать. Она была похожа на маленькую девочку. You had thought this through before I went and fell in love with you.